Добрый день, дорогие друзья! Ну что, как говорится, последние дни коридора затмений. Завтра нас с вами всех ожидает лунное затмение. Завтра 28 октября. Что хочу сказать? Хочу сказать, что этот этап, момент в жизни, который мы с вами прошли, он для многих оказался сложным. Для тех, кого это затмение не коснулось, или вы считаете, что оно никак на вас не повлияло, ну тогда поздравляю, вы остались на том же уровне развития, что и были, и ни капельки не пошли в развитие, потому что даже те, кому было сложно, кто пошел, кто развивался, кто изучал что-то новое, кто внедрял свои навыки, кто что-то делал, да, пусть эти проекты не прям сразу сейчас выстрелят, но они будут иметь продолжение. Это говорит о том, что вы напрямую поработали над собой, над своими кармическими задачами, да, и именно в этом коридоре затмений необходимо было начинать и внедрять нечто новое. Да, вы спрашивали меня, можно ли в коридор затмений внедрять? Именно в этот коридор затмений можно. А вот тот коридор затмений, который случится с нами в марте-апреле следующего 2024 года, вот в тот новое начинать нельзя. Итак, лунное затмение 28 октября, уже завтра. Что такого мощного и интересного случится в эти дни? На самом деле фонить будет и до, и после коридора затмения, да, то есть коридор затмения заканчивается, грубо говоря, происходит лунное затмение, и потом 2 недели уходящего цикла до обнуления лунного цикла, то есть до 13 ноября, еще будет оставаться такое послевкусие этого коридора затмения. Поэтому мотайте на ус, что необходимо еще успеть сделать в это лунное затмение. Потому что, напоминаю, Луна будет максимально сильна, наша воля будет максимально сильна, поэтому я предлагаю, естественно, быть максимально активными. Быстренько расскажу, кому будет хорошо в этот коридор затмений. Хорошо будет, конечно же, тем людям, кто делает бизнес, кто зарабатывает, кто строит свое будущее, кто идет по карьерной лестнице вверх, кто меняет уровень своего благосостояния вверх, кто стремится, кому хорошо. Денежным знаком будет хорошо, их очень хорошо затронет, в смысле земных, я хотела сказать, это девы, козероги и это тельцы, естественно, напрямую тельцы, потому что затмение это будет в вашем знаке, да. Будет еще хорошо скорпионам, и их заденет точно так же. Почему? Потому что в вашем знаке будет Солнце, Марс, Меркурий. Максимально остро станет вопрос о тех нуждах, которые вам необходимы, о том, что вы хотите, о том, что вы не хотите, о том, чего вы боитесь, и с этим необходимо разбираться. Кому будет тяжело? Ну, будет тяжело знаком рыб, им будет сложновато, конечно же, близнецам, которые захотят свободы и полегче. Нет, ребята, здесь немножко надо потрудиться, да. Будет весам, не очень хорошо весам, будет сложновато, какие-то вот такие переживания внутренние, потому что весы тоже партнерский знак, но весы не могут так сильно трудиться и пахать, как может скорпион, поэтому будет сложновато, да. Запаситесь терпением, этот момент пройдет, и все станет на круги своя, все станет хорошо, ребята. Этот момент на небе, он тоже временный, да. Вообще, само это лунное затмение происходит как раз-таки на самой денежной оси. Это ось Скорпиона и Тельца. Да? Солнце будет находиться в соединении с Меркурием и с Марсом в Скорпионе. Это очень денежная такая комбинация, которая позволяет быть активной, позволяет собирать нужную коммуникацию, при этом зарабатывать деньги. Да? Луна будет в оппозиции с Солнцем, но сразу же после затмения Луна будет в соединении с Юпитером, а главное, это потрясающее время для пиара своих навыков, своей работы, своей деятельности, для того, чтобы продвинуться в работе, для того, чтобы на всей своей деятельности создать тот самый нужный акцент и построить
ту самую коммуникацию, да, ту самую репутацию, как я люблю еще говорить, для того, чтобы пройти дальше. Потому что замечали, бывает очень часто бьешь в одну точку, работаешь, стараешься и не получается. А здесь я вам скажу, что будет получаться, потому что, ну, как раз-таки на момент лунного затмения Луна еще будет в квадратуре с Сатурном, и будет получаться сложная работа, работа, которую делаете долго, хорошо, да, поэтому я вам весь этот месяц-два говорю, что делайте, делайте, внедряйтесь, не бойтесь, старайтесь, постарайтесь еще чуточку больше, сделайте то, что вы боитесь, осознайте то, что вы боитесь, да, понять, загляните в свои страхи. Момент на самом деле очень важный, поэтому здесь, если же вы рискнете и пойдете в то самое развитие, внедрите то, что вы боитесь внедрять, начнете развиваться там, где боялись развиваться, кто-то поменяет работу, да, кто-то поменяет круг общения, кто-то поменяет место жительства, да, кто-то найдет свою любовь, но побоится жениться, выйти замуж. Не бойтесь, не волнуйтесь, это будет делать сложно, вы будете думать опять очередные грабли, но это необходимо сделать, понять и осознать для того, чтобы пойти дальше, потому что коридор затмений связан напрямую с нашими кармическими задачами, связан напрямую с нашими моментами, в которых мы не хотим и боимся реализовываться. Поэтому, дорогие мои, не бойтесь, действуйте, потому что именно это лунное затмение закрывает как раз-таки этот цикл и все внедренное до него или в день, да, то есть на 27, 28, пусть даже после, этот момент продлится дольше. Еще будет время наверстать упущенное, но сила и воля максимально будет классно, когда вот вы вот сейчас это сделаете, да. Получится легче, чем обычно, да, скажете, вот столько времени переживала, и это оказалось так просто, ну, потому что сколько можно думать, необходимо уже действовать и внедрять, поэтому, мои дорогие, это лунное затмение, напоминаю, завершает этот коридор затмений очень важный момент для своей реализации. Идеальная комбо для того, чтобы сделать все то, что вы давно хотели. Это финансы, это бизнес, построить свой социальный статус, поднять свой уровень материального благосостояния повыше, потому что как раз-таки полнолуние у нас будет в знаке Тельце, да, а это абсолютно денежный знак, который работает красиво, благородно. То есть здесь хорошо можно поднять бьюти-индустрию, здесь можно поднять здоровье, то есть сферы здоровья, фитнеса, все, что настроено на себя, на тело, на красоту, на зарабатывание деньги, на прибыльные проекты, да. То есть еще раз, максимально не пропускайте это время, не оставляйте его просто так. Главное здесь не залениться, потому что Телец – это тот знак, который может нам дать расслабиться и залениться. Соединение Луны с Юпитером еще будет давать, да ладно, везде я успею, да, такой некий внутренний понт. Поэтому уберите здесь вот эти как раз-таки оголделые амбиции. Здесь необходимо прям четко, планомерно идти и делать, внедрять. Время для этого еще есть. Помните, что финансы зарабатываются как раз-таки стабильно, без эмоций. Нужно понимать, нужно прям понимать, для чего вам это нужно. Если вы решили подняться выше на одну ступень развития, делайте. Если вы решили, что вы так жить больше не хотите, внедряйте, да, запускайте, но не останавливайтесь, не ленитесь, потому что наступит 2024 год, и обязательно следующий коридор затмений, который ждет нас с 25 марта по 8 апреля, там как раз-таки у нас будет момент, когда, вот там как раз-таки будем разбираться том, что не доделали и что с этим делать дальше, потому что, ну, так уже жить будет нельзя. Тем более коридоры затмений в 2024 году, они будут жесткими, на события, и они, конечно же, не оставят никого на равнодушным. Поэтому, дорогие мои, дерзайте в этот коридор затмений, еще есть время. И в завершении этого коридора затмений до следующего лунного цикла еще максимально эта энергия активна. Но там, конечно, Луна пойдет уже на спад, и воля, и амбиции наши поутихнут, и состояние будет немножко другое. Многим, конечно, захочется вспать в жертву, понять, почему этого, почему не внедрили, почему не сделали. Кто-то скажет, сделал что-то не то. Ну, проделайте работу над ошибками. Нет ничего в этом такого странного.
странного, нет ничего такого в этом страшного. Загляните в свой гороскоп на месяц. Уже, кстати, вышли все гороскопы на ноябрь месяц. Открывайте. Там я коротенько рассказала про декабрь в каждом гороскопе, у каждого знака зодиака. Поэтому дерзайте, смотрите ссылочку в конце видео, на все прикрепляю. Смотрите, ознакомливайтесь, планируйте свой год до конца, потому что у нас осталось буквально 2 месяца 2023 года. Ну, в декабре уже многие пойдут на отдых, потому что там и ретроградный Меркурий, там и планеты разворачиваются, да, там и события другие. Там уже начинаем ускоряться, как говорится, да, поэтому у нас осталось так мало времени для адекватной работы. Поэтому, мои дорогие, этот коридор затмений, завершите его классно, внедрите все то, что вы давно хотели. Не бойтесь, не надо переживать. Мы всегда очень сильно переживаем за какие-то мелочи, за какие-то глупости, которые на самом деле другие люди даже не обращают. Нужно разобраться, почему мы обращаем внимание на эти мелочи, на эти глупости и почему они останавливают, да, каждого из нас. Поэтому, дорогие, дерзайте, не сидите на месте. Для тех, конечно же, кто не собрался что-то там внедрять в работе, в проектах, начинать свой бизнес, начинать там свое развитие, да, хочу сказать, что в личной жизни будьте менее эмоциональны, да, почему? Потому что эмоций будет очень много, эмоции будут переполнять, потому что ось Скорпион, Телец, она достаточно эмоциональна, она очень эмоциональна, потому что она всегда завязана на эмоциях благосостояния и претензий к партнеру, да. С учетом того, что Солнце будет в соединении с Меркурием и с Марсом, здесь захочется прям вспылить, прям агрессивно поставить вопрос ребром, поэтому здесь, мои дорогие девочки, дамы, мы все эмоциональны, я знаю. Почему не мужчин? Потому что мужчины, они менее эмоциональны в этих вопросах, мужчины могут натворить дел, когда у них что-то не получается в работе, да. Мужчины тоже не будьте эмоциональны, если у вас что-то не получается. Но, девочки, просто так на пустом месте не смотрите там инстаграмные картинки, не смотрите на тех, кто живет там вам, как вам кажется, лучше вас, и не вносите ссор в избу, как говорится, потому что эти моменты не всегда они имеют место быть. Почему? Потому что всегда кажется, что у соседа трава зеленее. Но вы же не знаете, какие там на самом деле взаимоотношения у соседей, да? Поэтому, дорогие девочки, всегда смотрите, что находится у вас в семье, и не пылите. Захочется много, захочется амбициозно, красиво и ярко, и имейте на это право. Тогда займитесь совместно с партнером улучшением своего благосостояния. Не надо, еще раз говорю, в это лунное затмение скидывать все на партнера. Сложно будет ему, сложно будет там ей, если есть какие-то претензии к противоположному полу, да, поэтому здесь, пожалуйста, аккуратнее и больше относитесь душевно и с любовью. Это будет сделать очень сложно. Очень сложно будет подойти именно с любовью к этому вопросу, да, с точки зрения понимания душевных каких-то качеств. Захочется прям максимально все душевно обесценить и перейти только на деньги, потому что лунное затмение у нас денежное, да. Но здесь, пожалуйста, понимаете, пройдут эти дни, обновится лунный цикл, и уже в ноябре вы будете думать совершенно по-другому. В конце ноября точно, да. Первые 2 недели ноября еще однозначно будут фонить коридором затмений. И здесь, конечно, еще разум будет немножко работать не так, как надо. Поэтому, дорогие мои девочки, не пылите. Дорогие друзья, это была основная информация про этот важный денежный коридор затмений, про это лунное затмение, которое случится с нами буквально завтра. И надеюсь, была полезна. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте здесь в комментариях, я на них обязательно отвечу. И увидимся с вами в следующем видео.